Мы есть то, что мы едим. Так говорил в давние времена Гиппократ, подразумевая, что пища, которую мы употребляем, влияет не только на наше утоление голода, но и на наше здоровье в целом, характер наших болезней и, главное, сознание. Ну, то есть, если вкратце выражение «мы» – это то, что мы едим, означает следующее. Питательные элементы, поставляемые в организм во время употребления пищи, идут на строительство клеток, тканей и органов в теле человека. Я приветствую всех на моем канале, меня зовут Алексей. Вот такой вот я разносторонний. Вот такой вот у меня разносторонний канал. И сегодня мы отходим от темы косметики, мы отходим от темы косметики. И сегодня хочется очень сильно поговорить на эту тему. Хочу сразу вас предупредить, это не реклама, никто мне ничего не платил. Хочу сразу извиниться, я никого не хотел обидеть в этом видеообзоре. Я просто хотел с вами поразмышлять. Это видео будет о том, что мы едим. Это видео будет о том, что вы едите. Поэтому в этом видео я прошу вас очень сильно, поддержите меня. Отвечайте на все мои вопросы, пишите комментарии, если это видео, конечно, будет вам интересно, то мы будем делать с вами много разных серию таких подобных видео, потому что это очень интересная тема. Итак, друзья, о чем я хотел сегодня с вами поговорить? Дело в том, что мне на днях в руки попался журнал сбалансированного питания одной компании. Я, конечно, не первый день на свете, хожу не первый день на свете, да. Я прекрасно знаю, что такое БАДы и с чем их едят. И, я такой человек, который категорически против БАДов по эту минуту. И я для этого и делаю видео, так как я начал вести свой канал YouTube, у меня уже большая аудитория, и мне очень бы хотелось бы... У меня нет такой аудитории, у меня нет столько друзей, сколько сейчас вы на канале. А это уже более 3000 человек, и поэтому у каждого свое мнение, у каждого свой опыт. Я понимаю, что на эту тему очень много всяких есть уже видео и так далее. Но давайте с нашей колокольни, с колокольни не ученых, а простых обывателей, посмотрим на это действие, я не знаю, это беда или это спасение человечества. Потому что если смотреть, что кушали наши дедушки, прабабушки, еще буквально там 50 лет назад, и что кушаем сейчас мы, это, конечно, ужасает, потому что я сам повар. Хорошо, ладно, не так зайду. Я просто хотел сказать, что я понимаю то, что когда я готовлю продукты, то опять не так зашел. Друзья, я не знаю, как сказать. В общем, я не сторонник БАДов, и я хочу, чтобы вы меня или поддержали, или наоборот убедили в том, что все-таки БАДы это сейчас спасение человечества. Потому что я, как повар, понимаю, я такой же человек, как и вы все, да, я покупаю продукты, хожу на рынок. И когда ты покупаешь продукты, переворачиваешь вот эту страничку сзади продукта, может быть это спереди продукта, где пишется состав, ты начинаешь читать, и меня напрягает, сколько там всего. То есть ты купил, грубо говоря, какой-то салат, а в этом салате усилители, подсластители, химикаты, ешки, мешки, бешки, бляшки, короче, А давайте будем говорить так, заебашки. Вот честное слово, знаете, накипело. Вот честное слово, накипело. И я вот с одной стороны, как повар, я понимаю то, что покупая вот эти продукты, которые мы привыкли, сыры, салаты, да, я не знаю, даже растительные продукты меня пугают. Яблоки, бананы, гранаты, лимоны, все это меня пугает, потому что они стали плохо храниться, хотя раньше они хранились дольше. И хрен поймешь, что сейчас настоящее, что было раньше или что сейчас. Ну, точно могу сказать, что я последние года во фруктах очень сильно разочаровался. Я не очень люблю покупать теперь фрукты в магазине, потому что они безвкусные.
Они безвкусные. В общем, вы понимаете, что эта тема очень-очень интересная, очень щепетливая. И мне бы очень хотелось бы, чтобы вы меня поддержали и присоединились к моей беседе. Может, действительно, кузнечики, сверчки, червячки – это наша будущая еда? Неужели это так? Друзья, если у нас уже практически на столах нет натуральных продуктов, но мы сейчас не говорим про наш огород, на котором мы выращиваем, и то, если вы не используете в огороде всякие пестициды, прикормки и так далее. Вот у меня, у родителей огород, они до сих пор не используют никакой вот такой вот прикормки. Максимум, что они берут, это машину говна. Говна, как это делалось всю жизнь. Не знаю. Сейчас ученые, наверное, скажут, что это все фигня. И возможно, что даже это уже не то. Поэтому даже покупая у бабушки на рынке фрукты, те же помидоры, огурцы, лишний раз задумываешься, а что ты берешь? Мы же не знаем. Сейчас столько на рынке всяких биологических добавок для того, чтобы растение твое просто росло и давало урожай не ведрами, а тележками. Откуда мы знаем, может быть, эта бабушка прикармливает помидоры. Я сейчас еще раз говорю, не хочу в этом видео никого обидеть или, не дай бог, оскорбить. Я хочу с вами порассуждать. Неужели это наша еда будущее? И неужели это все-таки помогает нам, человечеству? Друзья, у меня в руках журнал компании Faberlic, в котором компания представила продукты. Я еще раз говорю, я не первый раз родился, не первый раз женатый. В общем, друзья, я все понимаю прекрасно, но я хотел бы с вами порассуждать, пообщаться. Честно скажу, за свою жизнь я такие подобные БАДы не использовал. Брал в аптеке витамины, брал в аптеке капсулы вот эти вот, которые тоже БАДами называются, эти рыбий жир. Но вот такие вот БАДы я не использовал. Поэтому мне очень интересно ваше мнение, что вы об этом всем думаете. Давайте посмотрим. Хочу сказать, что у нас в компании Avon тоже появились коктейли, но они сейчас только в Европе. Их нет сейчас в странах СНГ. Но я так думаю, раз они уже есть в Европе, то, скорее всего, они придут и к нам сюда, в страны бывших социалистических республик. Вот, ну, не будем растягивать видео. Надеюсь, что вы меня поддержите, и мы еще сделаем много-много серий, мы с вами пообщаемся. На все ваши комментарии, которые вы будете писать под этим видео, мы вступим в диалог, я буду делать видео-ответы, и мы с вами пообщаемся. Сейчас мне очень важно узнать, кто из вас пробовал данные продукты компании Faberlic, насколько они... Если здесь среди моих подписчиков люди, которые до сих пор берут, пользуются и им нравится. Итак, что же такое продукты wellness? Это выбор тех, кто хочет похудеть комфортно, вкусно и при этом получать весь спектр полезных веществ. Это полноценная еда, заметьте, это полноценная еда, которая идеально впишется в ритм жизни активных людей, а в условиях напряженного графика избавит от чувства голода. Почему я вам сказал, обратите внимание, что это полноценная еда. То есть, покупая этот пакетик, по сути дела, компания заявляет, что это полноценная еда. Съел пакетик и занимаешься своими делами. Но тем не менее, мы к этому вернемся через несколько страниц. Здесь я вижу фотографии преображения фэшн-директора Faberlic, который был который похудел. Ну, прям результат шикарный. За 3 месяца 18 килограмм, кушая вот такие вот волшебные продукты, друзья. Мы тут не знаем, как похудеть, а оказывается, здесь все очень просто. Купил коктейль, съел и похудел. Я не знаю, может, это правда. Но я не знаю, какие последствия будут ли они. Здесь у нас, опять же, преображение национального директора Faberlic Елены Яковлевой. Результат 15 килограмм за 2,5 месяца. Вот так вот, друзья. Но почему не обычный обыватель? Не знаю. Поэтому я и жду от вас комментариев, если те, кто пробовал и реально похудели. Ну вот я, в принципе, не толстый. Да, у меня есть проблемные места, но я не толстый. Но я бы хотел улучшить
улучшить состояние своего организма, потому что я взрослею, появляются свои какие-то болячки, это нормально, тем более юность провел бурно, поэтому мы как делаем, да, мы в юности бурно, юность бурно проведем, а потом в старости начинаем ходить по больницам лечиться. Но опять же, друзья, заметьте, что и спортсмены долго не живут. Они тоже свой организм изнашивают, хотя они там не пьют, не курят, ведут здоровый образ жизни, а умирают еще и зачастую вперед алкашей. Вот так. Я не призываю сейчас никого кинуться и идти бухать. Нет, ни в коем случае. Итак, ну вот мне, знаете, первое, что интересно, это общие рекомендации, если вы, я так понимаю, начинаем питаться этими продуктами. Питайтесь сбалансированно, старайтесь, чтобы в каждом приеме пищи присутствовал белок, клетчатка и сложные углеводы. Это очень сложно, я согласен. Мы не можем себе, мы не в ресторане каждый день питаемся, мы питаемся дома, и мы не можем, соответственно, накрыть стол так, чтобы это все, наверное, было. Да? Я считаю, что это очень сложно действительно сделать. Вот, старайтесь есть каждые 3... Это мы можем. Каждые 3 часа жрать мы можем. По 5-6 приемов пищи в день, а то и больше. Вот. Что интересно, друзья, исключите из своего рациона следующие продукты, как сахар, сладкие напитки, соки, шоколады, мучное и... Остановимся на этом. Мне вот такой вопрос. Но опять же, наши предки, бабушки, прабабушки кушали прекрасно и шоколад, и сахар, и сладкие напитки. Единственное, что я хочу сказать, что беда нашего современного мира, то, что мы употребляем газированные вот эти всякие холодный чай, пепси, мепси, швепси. Я это ничего практически, друзья, не пью. Абсолютно. Я давно исключил из своего рациона всякие газированные напитки. Я позволяю это себе раз в полгода попить стакан колы. Может быть, раз в году. Вот честное слово, это так оно и есть. Стараюсь избегать эти напитки, я от них отвык. В основном употребляю домашний квас, хотел сказать, господи. Ну как он называется? Компот. Вот, и поэтому здесь меня это немножечко напрягает, немножечко удивляет. Ну, наше время такое. Сейчас, по-моему, все надо исключить из рациона, потому что везде содержатся вот эти вот ешки, мешки, бешки, хрешки. Ну, фастфуд, как типа гамбургеры, пиццы, роллы и так далее. Копченое, соленое. Гамбургеры, так, вернемся к гамбургеры и птицы, и пиццы, я не знаю. А почему нельзя гамбургер съесть? Это же та же еда. Это та же котлета с хлебом. Почему нельзя есть фастфуд? Я не знаю. У меня нет на этот ответа. Я понимаю, что его нельзя есть ежедневно. Но я тоже иногда люблю пойти в торговом центре, купить гамбургер вкусный, сочный и скушать его. Но почему нет? Почему я не могу раз в 3 месяца съесть гамбургер? Я не знаю. Я считаю, что в любой, понимаете, в любой еде должна быть мера. Так же, как и копченая. Ну как копченая? Мы всю жизнь съели. Наши деды коптили и сало, и рыбу, и мясо. А сейчас это надо исключить из питания. Почему? Не знаю. Соленое, острое, жареное, майонез. Сократите потребление кофе до 1 чашки в день. То есть сократите кофе. То есть смотрите, все исключите из своего питания, но кофе сократите до 1 чашки в день. Шикарно, просто шикарная рекомендация. Прекратите жрать, но кофе пейте, но только 1 чашку в день. Я умру со смеху. Но как же наши соленые огурчики, помидорчики? Мы их ели. И многие до сих пор едят. А я на этом практически выжил в 90-е годы. Мы ели только это. Солонину. Картошка жареная, картошка пареная, картошка вареная. И тому подобное, друзья. Это было, есть, и скорее всего уже, возможно, скоро не будет, потому что появились вот такие вот сбалансированные питания. Ну и если дальше смотреть, употребляйте достаточное количество воды. Старайтесь, чтобы ваш последний прием пищи был за 2-3 часа до сна. Ну и для улучшения результатов повысьте физическую активность. Это и дураку понятно, заниматься нужно спортом. Друзья, здесь страничка у нас про какие-то весы умные. Я ее не буду смотреть. И еще не первое. Тут идет какие-то
Тоже давайте посмотрим. Для достижения наилучшего результата рекомендуем заменить ужин одной порцией коктейля. По желанию также можно заменить коктейль перекусом между завтраком и обедом. То есть, видите, вот к чему я веду это видео, что неужели мы скоро действительно еду заменим на кузнечики, что-то из еды мы еще заменим вот на вот эти вот коктейли. В общем, я не знаю, друзья. Мне, если честно, немножечко страшновато становится, куда мы катимся. Но я уверен, что, скорее всего, это произойдет, ну, может быть, не в моей жизни, может быть, это будет позже, это, может быть, будет у наших детей, но это будет, это будет. Итак, значит, смотрите, чтобы достичь лучшего результата, нам нужно заменить ужин одной порцией коктейля. То есть все, забудьте, что вы кушали на ужин. Жареную картошку, может быть, у вас был какой-то салат, может быть, у вас был суп. Вот сегодня я на ужин покушал рассольник. Я сварил и поел рассольник. А теперь я его должен заменить на вот этот вот волшебный коктейль, в котором всего лишь 98 калорий. И не будет ли это вредом моему организму, друзья? Все-таки рассольник я сварил на более натуральных, я не говорю полностью на натуральных продуктах, но хотя бы более натуральных продуктах. А здесь вопрос. Итак, завтрак. Завтрак. Что это значит? С 7 до 8? С 7 до 8 завтрак. Вода, травяной чай, плюс овсяная каша с фруктами, ягодами, плюс одно вареное яйцо. Ага. То есть мы как бы исключаем, да, какие-то продукты питания, но какие-то мы все-таки оставляем. То есть коктейль, видите, яйца все-таки выкидывать нельзя, их надо все равно кушать, они все-таки полезны. Ваш первый прием пищи – плотный сбалансированный завтрак, где присутствуют сложные углеводы, полезные жиры, белок и клетчатка. Это все понятно. Дальше у нас с 10 до 11 перекус. У меня завтрак бывает с 10 до 11 начинается. Так, здесь нам предлагают коктейль, суп wellness или фрукт, ну, или грушу, или протеиновый батончик. Видите, как умно? Умно. Обед с часу до 14. Ну, вот у меня как раз где-то так обед и бывает, но бывает и с 2 до 3 у меня обед. На обед обязательно должны быть продукты, содержащие белок, овощи и сложные углеводы. Куриное филе, нежирная рыба, морепродукт, постная говядина, овощи, небольшая порция любой полезной крупы, гречка, перловка и так далее. Ну, я так понимаю, все-таки нам эта рекомендация, да, идет. Перекус. Фрукт или чашка овощей, или порция нежирного творога. Вот. Или. А можно сразу все. Я хочу сразу все. И внимание, в день можно употреблять не более 2 порций коктейля или супа wellness. Напомню, что наше сегодняшнее видео мы конкретно с вами рассматриваем вот конкретные продукты компании Faberlic. Кто из вас эти продукты кушал? Поделитесь своим впечатлением, вот, и расскажите, есть ли у вас результаты. Ну, а если давайте, чтобы видео не растягивать, немножечко ускоримся и смотрите, что содержит одна порция коктейля, ну, или супа. Я не буду зачитывать, это практически весь огород. Весь огород, тут все есть, кроме баранины, курицы и рыбы. А так, в принципе, все есть, друзья. Ну, то есть, купил этот пакетик и, считай, ты уже все с огорода съел. Это круто, звучит это очень круто. И меня это, честно слово, как будто уже подстегивает взять и сожрать. Вот, но я пока не буду. Я буду ждать ваших отзывов. Но здесь я не понимаю, здесь не будем смотреть. Так, коктейль. Вот теперь интересно, что же в составе? Кюнгюрированная леонелевая кислота. Это соединение жирных кислот натурального происхождения, которые влияют на скорость обмена веществ, снижают уровень холестерина, сокращают жироотложение. Вот знаете, прям вот хочется взять этот продукт, отнести в какую-то независимую лабораторию по питанию, да, и просто провести тестирование. Это вообще съедобно?
Еще раз говорю, что я никого не хочу обидеть или оскорбить. Я хочу разобраться, я хочу, чтобы вы со мной поделились своим опытом, если у вас такой опыт. Коллаген делает кожу более эластичной и увлажненной, укрепляет волосы и улучшает состояние составов, мышц, костей и сухожилий. Биотин, витамин группы В, который важен для красоты кожи, ногтей и волос. Обратите внимание, что в этой порции аж 15 порций. 15 порций! Вы представьте, сколько тарелок сюда умустили. Вот. ГМО нету, сахара нету, глютена нет. Ну, о чем еще можно мечтать, друзья? Абсолютно здоровый продукт. Но я не знаю. Протеиновый коктейль с коллагеном. 450 грамм он весит. Стоит, ну, внимание, что эта цена, она может отличаться, потому что это, я так понимаю, журнал на год создан. А в каталоге, наверное, цена может прыгать. Поэтому 8500 тенге данный продукт стоит в каталоге. Их множество вкусов. Посмотрите, просто шикарное. Огромное количество. Выбирайте на любой. Я не знаю. Я не знаю. Так, здесь у нас сухой белковый суп. Это вот я вот сегодня сварил рассольник, да? Это его в блендере весь перемолоть, и то же самое получится, наверное. Грибной со сливками, 8500, тоже 15 порций. Это источник энергии, максимально польза для организма. То есть, друзья, я так понимаю, что я могу, в принципе, ничего не готовить, купить эти пакетики. Утром выпил коктейль, в обед съел суп, вечером то. И, в принципе, как здесь изначально было нарисовано, я получил все продукты питания, которые я бы купил в магазине. Если бы вот это все купить, поверьте, явно будет не 8500 тенге. Наверное, 1080 отдашь. Я правильно понял или нет? Или все-таки к любому вот этому супу я еще должен все-таки добавить обычную котлетку. Пусть на пару, но котлетку. То есть пусть она будет на пару, но котлетка. То есть мясо-то все равно нам нужно. Или уже тут заменитель, или уже мясо не нужно. Так, дальше концентрат пищевой белковый 6100. Поддержка мышечной массы. Об этом отдельно будем делать видео. Мы не спортсмены. Но я не спортсмен. Я этого не понимаю, мышечную массу. А вот сладости иногда люблю. Люблю шоколадки. Но вот такие не очень. 35 грамм, аж 469 тенге. Я лучше, знаете, такой сникерс раз в десятилетие съем. У меня Альбини, самая любимая протеиновая шоколадка Альбини. Вот знаете, когда у меня нет настроения или какой-то упадок сил, я пойду куплю Альбини, и вы знаете, у меня счастье в организме. А вы говорите, сахара не надо, не хватает, может, глюкозы, не знаю. Ну вот прям все, я в восторге, я прям счастлив, и мне прям все хорошо. Поэтому не знаю. Ну а если вы все-таки сахар боитесь, то, пожалуйста, вот есть концентрированный экстракт. Содержит ряд полезных микроэлементов, которые улучшают состояние кожи, волос и ногтей. Подсласти без сахара. Вот так вот. Тонизирует и дает энергию. Это у нас что? Это у нас кто? Фитоконцентрат. Ну вот, короче, здесь много что на нем написано, но вы знаете, чтобы не буду растягивать видео, потому что я уже очень много сказал. Хочется просто уже узнать ваше мнение. Если надо, мы вернемся с вами еще к этому обзору. Напиток травяной гречишневый. Вот так вот. Гречишневый напиток. Взяли гречку, сварили. Вот вам и напиток, вот вам и гарнир на обед. Ну, я, конечно, утрирую, смеюсь. Зеленый чай матча. Цена шикарная, 50 грамм. Я не буду читать, к чему бы это не реклама, я не пытаюсь сделать рекламу этих продуктов. Я просто смотрю, неужели это будущее нашего питания. Здесь у нас семена чиа, но если у нас в нашем регионе не растут, можно их просто купить, и вы видите, что они
очень много помогают организму. Порошок из ростков пшеницы. Сразу вспоминаю бабушек, дедушек, которые... Сейчас тоже мало, наверное, в наше время, кто этим занимается, но я даже я это успел поделать. Я проращивал пшеницу и кушал пророщенную пшеницу. До ростков не доходило. Я ел пророщенную пшеницу. Да, друзья, такой вот я разносторонний. Дрожжи пищевые неактивные. Здесь у нас псилиум, шелуха подорожника. Я еще раз говорю, что я не буду зачитывать, какую пользу дают эти продукты. Сам факт, что они есть, и вы видите, какая цена. Вот здесь у нас для спортсменов. У меня родной брат, он ходит в тренажерный зал, он тоже берет вот эти всякие баночки, коктейли, протеины, папаины, поэтому это я пролистаю. Не очень мне это пока интересно. Вот, а здесь травочка. Травка-муравка, которую я в аптеке, в принципе-то, беру и аптеке доверяю. А здесь я не знаю. Во-первых, здесь цена пугающая. 1000 тенге за 21 пакетик. Все-таки в аптеке это будет стоить в разы дешевле, в зависимости от фирмы. Это может быть и 200, может быть и 400 тенге. Но вот здесь 900. А так, смотрите, полно пакетиков, полно. И вот уже пошли витамины, наверное, я так понимаю, всякие, да, очищение, ускорение. Это первый этап, второй, третий контроль. Ну, тут как бы цены нормальные. Предотвращает накопление лишней жидкости в организме. Боже мой, если это все купить, по-моему, действительно не надо ходить в магазин за хлебом. Надо только будет кушать эти таблетки. Укрепление сустава-связочного аппарата. Концентрат коллагеновый 7500. Смесь масел. Омега 2800. Но еще раз говорю, я предпочитаю вот омегу брать в аптеке. Это вот обычные жировые капсулки. Я беру их, пропиваю. Да, иногда делаю это. Почему бы и нет. Сердечная забота, улучшение работы желудка. Вот я не знаю. Для меня все-таки вот немножечко это непонятно. Потому что, ну, как бы, понимаете, это не является, скорее всего, лекарством, да? Здесь я не вижу, здесь не написано, является ли это лекарством. Ну, естественно, это не должно являться лекарством. Ну, а если это не является лекарством, насколько оно полезно, я... Лекарство тоже, знаете, одно лечит, другое калечит. Как бы это уже, наверное, научно доказано. Энергия для активной жизни. Концентрат 2800. Поддержка женского здоровья, пожалуйста, есть смесь масел Мастоп 3100. Очень-очень много, вы посмотрите. Мне вот прям вот хочется все это купить и провести социальный эксперимент. Ну, блин, жить охота. Масло кедровая живица 2000. 90 капсул. Ну, блин, их сейчас, в принципе, продают и в аптеке всякие вот эти вот. Смесь экстратов Секрет Востока. Коралловый кальций. Вот это вот интересно. Черника плюс, ну, я еще раз говорю, что все это можно найти. Вот эти вот, что мы сейчас последние листаем, все это можно найти в аптечных сетях. И там тоже я не могу дать гарантии, что уж прям гарантия гарантии. Это все БАДы. И вот мой вопрос главный. Все-таки БАДы. Можно ли доверять БАДам? Или все-таки нужно стараться питаться... Пока еще на нашей планете осталась маломальская какая-то пища. Натуральная смена. Семена растопши, прошу прощения. Имбирный напиток с медом и лимоном, и шиповником. Но это все можно самим приобрести. Но я еще раз говорю, понимаю, что мы живем все в таком времени и мире, то что большинство людей себе этого позволить не могут, и съездить за город и нарвать шиповник тоже не могут. Так, здесь у нас концентрат алоэ баланс, фитобальзам очищающий Инжилакс 2100. Слушайте, ну мы уже сколько сидим, полчаса листаем журнал, и он все не заканчивается. Концентрат на основе комплекса
гуминовых кислот. Я, в общем, вы знаете, я перед видео прочитал у всех такое описание, все такие полезные, все такие бомбически классные, что вот хочется взять все это, еще раз говорю, скупить, но реально страшно. Не выкинули я деньги на ветер. Ну вот и все, друзья. Дальше у нас вторая часть журнала, она идет на нашем, на национальном, на казахском языке. Поэтому мы с вами пролистали журнал Wellness компании Faberlic, где собраны разные продукты питания, разные и коктейли, и что только нету. И еще раз говорю, это была не реклама. В этом видео я никого не пытался оскорбить или обидеть. Я хотел найти отзыв в ваших сердцах, чтобы вы присоединились, чтобы вы поделились своим мнением, своим впечатлением, что вы любите кушать, чем питается ваша семья, покупаете ли вы фастфуды, или вы стараетесь есть здоровую пищу, едите только салаты, не едите мясо. В общем, вот это все мне будет интересно. Если вы приобретаете БАДы, то какие БАДы вы приобретаете, какой фирмы, для чего, насколько вам это помогает. Ну и если есть здесь непосредственно, я думаю, что присоединятся все равно консультанты данной компании, возможно, они ответят на мой самый главный вопрос. А это все помогает или нет? На этом у меня все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Пока.